Приветствую, друзья! Дешевых беспроводных наушников у нас на обзоре было уже очень много. Пора уже поговорить и о ТВС, от достаточно серьезных производителей аудиотехники. Одной из которых по праву считается молодая, но очень амбициозная компания Moondrop. Своей моделью Sparks она действительно смогла меня удивить. Я даже словил так называемый вау-эффект. Но не будем забегать наперед, а спокойно сядем и разберемся по порядку. Собственно, поехали! Упаковку Moondrop оформили в своем любимом вот этом анимешном стиле. Обратная же сторона куда более информативна. Сюда нам вывели полный перечень технических характеристик и даже нарисовали график АЧХ, о правдоподобности которого мы, естественно, поговорим в соответствующем разделе. Причем это только лишь, друзья, супер обложка, под которой скрывается абсолютно белый в строгом стиле коробок, на таком вот магнитике. Комплект же здесь, друзья, воистину королевский, просто куча документации, разной, кстати, полезной. Короткий, вот такой вот очень качественный Type-C кабель на плетеной матерчатой основе и 4 пакета. С чем бы вы думали? С амбушюрами различных типов и размеров. Из них одна пара пенок, 3 пары вытянутых, 3 пары обычных черных и 3 пары обычных серых насадок. Да, реально куча. А значит, подобрать себе по размеру сможет практически кто угодно. Мне лучше всего подошли классические серые и черные насадки. С ними посадка прекрасная и пассивная звукоизоляция была в норме. Выглядит кейс, на мой взгляд, просто шикарно. С закруглением снизу, строгой надписью Sparks. Спереди позолоченной такой крышкой и Type-C портом сзади. Здесь же сквозь полупрозрачный корпус нам виден и NFC-чип. По качеству петли, друзья, тут все достаточно скромно. Лишний раз щелкать крышкой, честно говоря, здесь не хочется. Внутри видим 2 винта для разбора, чуть выступающие в сторону магниты, 3 зарядных клеммы и ровно столько же светодиодных индикаторов заряда батареи. Аккумулятор установили аж на 700 мАч, чего хватает, чтобы еще 7 раз полностью перезарядить наушники. А с учетом, что на одном заряде на средней громкости они играют около 8 часов, то суммарно выходит 48. На деле же слушать Sparks вы будете где-то на 70% из 100, а значит рассчитывайте где-то на 6,5-7 часов музыки в зависимости от условий использования. Хотя и этого просто через край. И запаса по громкости, как вы поняли, тут тоже вполне достаточно. Сами чашечки выполнены из аналогичного полупрозрачного пластика, что и сам кейс. В моем случае черного цвета, поскольку это международная версия с английской озвучкой. Цветные пока только для китайского рынка, или любителей восточных диалектов. На фейсплейтах тут нам изобразили Солнце и Луну. Сюда же вписан сенсорный слой и строго над ним находится отверстие индикатора состояния. Пока наушники работают, он погашен, а значит не раздражает и полкомнаты собой не освещает, что, согласитесь, очень правильная и приятная особенность. С внутренней стороны находятся клеммы. Сквозь корпус видны фиксирующие магниты и в самом низу маленькое отверстие для микрофона, с качеством которого вы, естественно, можете ознакомиться самостоятельно. Я вставлю отрывочек из записи. Слушаем. Тестируем качество записи беспроводных ТВС-наушников Moondrop Sparks. Собственно, так они записывают. И именно так вас будет слышать ваш собеседник при звонке. Удивляет, что в такой огромный корпус вместили лишь маленький 6-миллиметровый динамик. Он, кстати, тоже виден прямо возле длинного звуковода. Опять же, без выступа для удержания амбушюр, но с защитной металлической сеточкой. Капюсонное отверстие расположили сбоку, прямо под этим звуководом. Металлических частей здесь нет, а значит проблем в жаркое или холодное время с этими наушниками быть не должно. Пластик на ощупь, в принципе, приятный, без изыска, конечно, но все, в принципе, очень даже неплохо. Вот так вот, друзья, это все и выглядит. Возвращаясь к макулатуре, там на одной из карточек есть ссылки на приложение под Android и iOS, которое позволяет обновить прошивку и переназначить управляющие команды. Сам я оставил для паузы 2 тапа, 3 для перемотки треков и заблокировал голосовой ассистент, который несколько раз умудрился как-то включиться у меня в кармане, что жутко раздражает. Других полезных возможностей в данном приложении нет, да они, наверное, особо и не нужны.
Фотозащита у наушников, увы, никакая не заявлена, зато вот сигнал они держат очень круто, за что спасибо говорим чипу Qualcomm QCC3040 и его Bluetooth версии 5.2. Из кодеков нам отсыпали SBC, AAC, aptX и aptX Adaptive. Лучшим из них является просто aptX версия Adaptive, предназначена для более устойчивого сигнала путем уменьшения качества. Тоже бывает полезно, но лучше все-таки старый добрый aptX. Если же у вас iPhone, то вам подойдет только AAC. Компания Apple в этом плане абсолютно непреклонна. Совсем забыл, друзья, кроме стандартной комплектации можно докупить еще вот такой вот фирменный чехол. Сам я к подобным вещам отношусь строго отрицательно, но воткнул в него кейс и понял, что назад снимать его не хочу. Тут куда более такое приятное матерчатое покрытие, да и увеличивается конструкция всего где-то на пару миллиметров. В общем, есть еще вот такая фишка, кому понравилось, ссылочку тоже приложу. Я же, взяв ушки в поездку, вот реально оценил удобство такого вот чехла. Измерения показали практически стандартный импульс, идеальные расхождения между левым и правым каналом и искажения в пиках, достигающие где-то 1,23%, что в принципе несущественно. Фаза строго следует за частотной характеристикой, а затухание на 30 и 60 дБ соответствует классическим 70 и 100 миллисекунд. АЧХ же дает подъем низких частот на 15 дБ, выделение узким спектром области разборчивости и легкий такой пик на 9,5 кГц для усиления детализации. Все ровно, вот как по учебнику, и почти полностью совпадает с графиком на коробке, так что обсуждать тут особо и нечего. На слух звучание в серых и черных насадках отличается, но не то чтобы прям кардинально. Чувствуется, что лучшая динамика и чуть притемненная такая подача на черных насадках. Серые, конечно, лучше подходят к наушникам по цвету, легче надеваются, но слишком уж, на мой взгляд, выделяют высокие частоты. Особенно это заметно на тяжелой музыке. В джазе, инструментале, на электронике легкое такое подсвечивание высоких частот, наоборот, вот, красит подачу. Всякие акустические струнные при этом лучше раскрываются, а женский вокал кажется протяженнее и ярче. Сам я проходил неделю с серыми и неделю с черными амбушюрами. Все нравилось тогда и нравится сейчас. Больше такой вот, на самом деле, вкусовой выбор. По мне, черные лучше строят баланс, но это можно заметить разве что на контрасте, то есть перетыкая амбушюры туда-сюда. Общая же подача ближе к нейтральной. Небольшой окрас, конечно, тут чувствуется, но он прям вот точечный. А вот чего здесь нет по сравнению с именитыми конкурентами, так это вот такого жирного, выделенного и очень глубокого баса. Низкие частоты тут, конечно, присутствуют, но на грани. Их не более, чем должно быть в треке. Оттого сравнивать модель с уже легендарными One More, Sony, BGVP ну просто невозможно. Panasonic со своими флагманами звучат вот несколько схоже, но там структура самого звука была тоньше и заметно легче. Здесь же сок, драйв и мясо в наличии, а вот баса не долили. Хотя что нам мешает использовать эквалайзер? Если говорить о басах, то саб-часть тут в наличии, неплохая такая текстурность, скорость и разделение инструментов. Серединка явно музыкальная, очень мелодичная. Сильного упора в нюансы наушники, конечно же, не делают, но всякие мелкие детали звукоизвлечения, оттенки вокала находятся на своих местах. Вообще не придерешься. Скорее наоборот, радует небольшая такая смягченность и приятная теплота, которая, кстати, тут тоже вот отлили, как в аптеке. То есть все есть и всего вот строго в меру. Moondrop себе не изменяет, и даже в ТВС решили сделать все по-серьезному. Количество высоких частот можно регулировать при помощи насадок. Любите до них легкий уклон, смело надевайте серые амбушюры, а так излишней яркости, на мой вкус, здесь нет. Ничего не пилит, не режет и не раздражает. Сам сидел в Sparks за раз около 3 часов. И могу сказать, что никакого эффекта утомления при этом я не испытывал. По стилям мне лично зашел в них металл с черными насадками, джаз, соул, этника, естественно, злая жесткая электроника. Все слушать было приятно, где-то хотелось поддать баса, но до эквалайзера дело так и ни разу и не дошло. Все кайфово, друзья, и так. Приятно сбалансировано и, естественно, музыкально. Те, кто ценит в звуке такие параметры, как сочность, контроль и гармоничность, останутся в откровенном восторге. Да и я сам, как только в первый раз включил в них музыку, сразу словил вау-эффект. Так чисто и при этом без арматурной колкости и перешарпа.
Очень певучие такие ушки для ценителей качественного звука. Вокал кажется чуть выдвинутым вперед, что придает дополнительную интимность атмосфере. Инструменты не борются с голосом за внимание, а грамотно так и очень аккуратно сочетаются. Отчего чувствуется и воздух, и сцена, и уходящие в глубину музыкальные планы. Звук получается объемным, широким и тембрально чистым. Еще раз, друзья, это очень круто, как для ТВС наушников. Итогом, беспроводные наушники Moondrop Sparks лично меня очень порадовали просто шикарной посадкой, наличием aptX и IC кодеков, приятным внешним кейсом, отличной автономностью и просто огромным количеством амбушюр на любые уши и вкус. Из минусов здесь не заявлена вообще никакая водозащита, ну и приложение могло бы быть функционально богаче, больше ничего придумать не могу. Измерения тут отличные, есть возможность переназначать кнопки, и что, на мой взгляд, самое важное в ТВС, отличное качество сигнала даже на классическом aptX кодеке, без перехода на Adaptive. По звучанию у Sparks все чисто, гармонично и очень естественно, с деталями, аудиофилским объемом, правильным музыкальным балансом и достаточно натуральной проработкой тембров. Признаюсь, это одни из лучших беспроводных наушников, что мне вообще на текущий момент доводилось послушать. Мой вердикт – брать однозначно. Вот такие вот они очень интересные Moondrop Sparks. Реально рекомендую, реально обалденные ушки, но вот такие вот ближе к нейтральности, если сравнивать с Sony, One More и всякими остальными. На этом у меня все. Всем добра, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал и оставляйте обязательно свои комментарии под роликом.